шли 2 дня. Ехали 2 дня. Ну и мы наконец-то в Осло. Приехали в Осло. Погодка пока не пасмурная. Надеюсь, такое будет. Нелегкие. Сколько? 500-400 с лишним километров преодолены. Пятый этаж. Поднимаемся на 5-й этаж. Встретили чуваков, которые живут с нами. Они из Испании. Нам разрешили постирать. Там есть душ. Do you want to say hi? Hi. Балкончик. Центр города. Это водка с уксусом, похоже. Мы тут... Сол. Cheers. Salud. Español. Salud. Доброе утро, Осло. В Осло мы провели пару дней. Город так себе, не очень интересно. Понравился только музей, где показывали классное светопредставление, иллюминация, не знаю, как это назвать, проекция, где показывали классную проекцию на потолке храма. И там были настоящие корабли викингов. И вот это место, оно правда погружает в ту эпоху и производит впечатление. Смотрите, какая удобная штука есть. Написано. А как его складывать? Как удобно. Вот в Осло началось уже поинтереснее, там классный музей попался бесплатно, с кораблями викингов, было интересно. Ну и в принципе все, что было интересно в Осло. Еще груши были вкусные. Кончились наши плавные дни в
Все мокрые насквозь. Грузовики не помогают, ноги промокли. Надо стопить. Мы доехали до Сандвики и сейчас поворачиваем на север. Пока решили перекусить. Все сырое, практически насквозь. И вот Сосло началось интересное. Там начались холода. Первый день после Осло заночевали около ЖД линии, спали в крыльнике. В тот день мы начали спать под крышей. 12 сентября, какой-то там день поездки. И решили, что хотим ставить палатку под крышей. Вечером пошли искать уже эту гребаную крышу и думали в какой-нибудь сарай залезть, может заброшенный дом какой-то есть или под мост. И наткнулись на поленницу. И решили поставить палатку в поленнице. Поставили поддоны. Поставили палатку. Вот. Думали, если дождь будет, чтобы не мокнуть под ним. Вот как-то так. Живем. Потом началось на следующий день уже горная местность какая-то интересная. А озера, нас чувак подвез до этого ледника холодного. 2 раза он нас подвозил. Вот, там было интересно. Вижу, там где лыжная трасса. We will survive, I think. It's a kind of challenge. Thank you. No problem much. Это жопа, 4 градуса. Ветер сильнейший, нам холодно. Перчатки вот не дали. Нас согласились подвести 5 километров. На улице снег идет. Вообще жопа. Жесть. Погода жесть. Но нас, если бы не жесть погода, нас бы не взяли, наверное, сюда. Там у нас был водопад, оттуда мы приехали, туда мы едем. Сейчас 2 девчонки остановились, сказали, что давайте сначала посмотрим водопад мы, а потом вас подберем, если что. Так что стоим с хорошим настроением, что мы поедем дальше скоро совсем. Эйнфьорд. Девчонки из Германии нас подвезли к Эйнфьорду. Смотрите, как там облака теряются в горах или горы теряются в облаках. В поисках крыши над головой судьба нас завела в контейнер. В общем, в контейнере поставили палатку и будем ночевать, сушиться. Вот стоим, ждем.
Километров 60 осталось всего лишь до контроля. Погода говно. Постоянно дождь идет. Все мокрые. Высушиться негде. Жить негде. Такая история. 60 километров не можем доехать. Машины не останавливаются. Решили проехать на автобусе это расстояние. Проезд стоит 37 крон. Или там 300... Короче, 300 рублей где-то. И оказалось, что в автобусе не принимают карточки, только... О, пар идет сразу. Только наличкой или с официального приложения. А у нас налички вообще нет местной валюты. Поэтому мы такие, окей, будем стопить дальше. В конце концов, я подошел к какому-то водителю, попросил у него 50 крон, он нам дал, теперь мы можем поехать на автобусе. Но оказалось, что следующий автобус через 2,5 часа. На данный момент через час. И мы, короче, замерзли настолько, что решили просто палатку поставить где-нибудь. И сидим мы, в общем, греем ноги и делаем себе горячий чай. Вот так. Вот мы и добрались до Тисудала. Отсюда начинается трек на Тролтунгу. Мы идем в трек. И по пути надеемся найти какой-нибудь кемпинг, может быть, всякие места проходим интересные. Там поленницы, какие-то гаражи, что-то расчистить можно будет, ночевать здесь. Там можно оставить вещи. Какое-то строенице. Макс сюда рюкзак бросил, как типа. Кстати, да. Здесь даже можно ночевать. На следующий день ехали эти 80 километров целый день. Приехали к вечеру и уже ближе к потемнению нашли хату в Нормальное место нашел? будке строителей, где у нас там тоже ничего не высохло. Вообще да. Бесхозное. Ну, такое. удачное место. Тут даже там, кровать есть. На следующий день мы там вещи В оставили. разных комнатах спать будем, можно. Ну что я могу сказать? Обустроились, нашли какое-то место. Пар изо рта, конечно, идет, но зато не капает. Итоговый вариант дома на одну ночь. Можно сказать, что бомжуем. Временно. 14 сентября. Утро. Полевая запись, номер. Хрен знает какая. Мы выдвинулись на язык тролля. Сейчас без 10 часов 7, без 10 минут 7. Мы спали вон в том вагончике. Оставили все вещи там, самое необходимое с едой взяли с собой, самое ценное. Надеюсь, вернемся, все будет на месте, в том числе палатка. Погода в ту сторону была классная. В принципе, было не холодно, не сыро. Шли комфортно, дошли туда сухими. Познакомились по пути с белорусами, которые выгодно купили путевку, билеты на самолет. К тому же они студенты, бесплатно рейсы не было. И мы шли с ними вот в ту сторону. Дошли наконец-то. В принципе, классные виды, интересный трек. Считаю, что неплохая дорога. Ну, стоит туда сходить, не туда сходить.
сама Талтунга, в принципе, интересно. Высоко, интересно, камень классно стоит. Но такого прямо эффекта вау не было. Но я был доволен, что я там побывал. Галочка стоит. Я сейчас буду прыгать. Ну, удерживай фотки. Просто на фотографию удерживай. Давай еще. Там очень высоко. Вау! Вау! Ребят, вау, волосы такая. Смотрите, сейчас. Обратно познакомились с чуваками из Екатеринбурга. В принципе, мы на ней познакомились, и обратно шли вместе с ними. Классные ребята попались, все веселые, интересно провели время, поболтали. Они нас довели до своего хостела. Ты пошел снимать, как Да, голову тебя засниму сейчас. Давай. Дай монетку. Ну и все. Как только будешь готов, вот здесь вот кнопочка, начинается горячая вода подаваться. Понятно. Наконец-то помылся. Чувствую себя, конечно, получше, но все еще переживаю за место, в котором нам придется спать. Переживаю, не в палатке ли. Не хочу в палатке спать под дождем. Вот да. Хостел. Да. Мне надо что-то сказать. Да, ты просто можешь улыбаться. У тебя это прекрасно получается. Чай с медом, мороженое, свечечка. Олег, память плохая. Ну, один. Частенько записываешь. Да, чтобы вспоминать потом. Ну все, вот и наш кемпинг закончен. Дождь опять падает. Я сегодня спал здесь, Макс сегодня спал здесь. Это единственные теплые места. В палатке было спать просто невозможно. Наша палатка для такой погоды не приспособлена. Привет, это Влад, он с Екатеринбурга. Приветствую. Помог нам. Ну все, прощаться будешь? Давай. Я думаю, что может увидимся. Конечно, Недалеко же живем. Ребята, пацаны, кто поедет в Норвегию, которые в кемпинге будут ночевать, и у них будет газовая горелка, спокойно находите такой какой-нибудь специализированный бачок и смотрите. Тут вообще дофига газа, тут тоже половина, наверное. Я думаю, что не пропадете с таким советом. Остановился дом на колесах, дом на колесах. Мы едем на пароме. Не знаю, платно пока или нет, может повезет, бесплатно проедем. Но мы уже нашли машину до Бергена, так что мы, в принципе, практически там. Вот такие мы везунчики. Мы плывем по фьорду. Never say shit, but you're with it. Hidden behind them, Осталось afraid, 17 yeah. километров до Бергена. I know Мы you сейчас на какой-то заправке, кушаем сосисончики с овсяночкой. И такой офигенный трафик был. Там, хоп, с одной на другую сразу же перескочили, с третьей на четвертую, и хоп, мы уже почти в Бергене. and you ain't cuss. Вот мы и в Бергене. Ну, точнее, до него осталось 4,9 километров. Ну, в принципе, сейчас прогуляемся по пригороду, зайдем в город и наслаждаться будем видами. Может, найдем каких-то яблочек, поедим. Yeah, this is the ocean where the gods are drowning. Deep
В Бергене тоже понравилось, там красивая архитектура, интересный ландшафт. This is the ocean where the gods are drowning, they are drowning. Always on the go, never hold. Frozen where you get attention, you enjoy being alone. The convo's loosen up after 6 shots. And they all wanna take you home, pure blind, you're aiming too low, cause you don't know, yeah. Rare in a world of copies and shame, rare in a world of Barbie and Ken, rare in a world where all we do is pain. It's all fake, and you ain't cuss. Rare in a world of copies and shame, rare in a world of Barbie and Ken, rare in a world where all we do is Ночью в лодке. Защита от ветра, дождя, тепло. Спасибо нам, екатеринбургским друзьям, за вяленое мясо. Вкусная штука. Смотрите, Олег открывает консервы. Смотрите, я открываю консервы. Опа. Это очень необычно. Это просто супер. Я еще ни разу не открывал. И консервы. Какая-то шляга. Какая-то каша. Каша. Месиво. Паштет томатный. Рыбно-томатный паштет. В общем, мы купили его по акции какой-то. За сколько? Я не помню. Но я думаю, что это вкусно. Ну, килька в томате. Нормально. Сегодня мы живем целый день. Халяву гоняем, отдыхаем. Бергенские, так сказать, выходные. За окном дождь, сильный ветер. Не хочется совсем выходить наружу. И мы просто весь день валяемся здесь. Недалеко есть музей. От этого музея ловится Wi-Fi. Мы сидим в интернете, читаем, едим, отдыхаем. Наконец-то в сухости прибываем. И вот. В общем, весь день так. Выходной от поездок. Что ж, мы покидаем наше замечательное место, в котором мы прожили целый замечательный день. И перед этим целую замечательную ночь. И идем на другой конец Бергена. all we do is, all we do is, yeah. Потом был долгий и тяжелый переход пеший до аэропорта 20 километров в одну сторону. This is the ocean where the gods are drowning. Devotion, put your coin in the fountain. Put your Мы уже километров 5 прошли. Осталось еще 15. This is the ocean where the gods are drowning. They are drowning. 7,6 километров до аэропорта Бергена. А Макс говорит, что уже тяжко. Авокадо. Заплесневевшая. Лепехи. Че вот с ними не то? Сколько, наверное? Да. Больше мандаринку? Я не хочу. Плесневая начнется. Ну вот скажите, что с этим манго не там, не то. Не знаю даже. Вкуснятина вообще. Вкуснятина. Почти пришли. Вот это вопрос. Наша спасительница. Ну что сказать. Вот мы и доехали, точнее дошли. 20 километров сделали. Сколько мы шли? 6,5 часов или 7. Ох, теперь нам остается только прождать где-то следующие несколько часов. Ну, вся ночь впереди. Потом сесть на автобус. Какой автобус? Самолет. И прилететь в Рейкьявик. Рейкьявик, 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 Рейкьявик. Смотрите, какой миленький.
Да, нам всегда. До скорой встречи.